Приветствую зрителей на своем канале Android Windows.ru. В этом видео я расскажу, что делать, если вы забыли графический ключ на своем Android. Я буду показывать на примере Samsung. Покажу, как обойти Google защиту, как снять Google защиту с телефона и удалить Google аккаунт полностью. Также избавиться от графического ключа. Разберу способы, как с сохранением данных на Samsung, так и с удалением всех настроек. Итак, если вдруг у вас есть телефон, от которого вы не знаете графического ключа по каким-либо причинам, вы можете его отнести либо в ремонт, или попытаться разблокировать сами. Итак, давайте для начала покажу способ, с помощью которого вы можете с сохранением всех данных разблокировать мобильный телефон. Для этого вам понадобится компьютер или ноутбук. Следующим мы разберем способ, в котором нам ничто не понадобится, будет бесплатно. Все прямо на конкретном примере, вот Samsung G1 2016 года выпуска. Все покажу, объясню, разберу несколько способов, в том числе, которые на данной модели не подходят, так как на других моделях они могут подойти. Итак, давайте приступим к первым способам с сохранением всех данных. Эти способы с использованием ноутбука или компьютера и специальных программ. Я о них расскажу коротко, быстро, просто чтобы вы о них знали. Итак, я не хочу рекламировать никакие программы, поэтому вот разберу, к примеру, самсунговскую программу. Их множество на самом деле, вы их можете скачать с официального сайта. Просто сейчас покажу, как она работает. Другие программы работают на похожим методом. Просто эта программа на русском, очень удобная. Если данное видео наберет 100 тысяч лайков и 300 тысяч просмотров, я обязательно выложу видео по работе с данной программой. Как видите, данная программа только для Samsung. Есть программы, которые универсальные для других моделей также. Здесь можно прям вот на старте выбрать удалить блокировку аккаунта Google, ФРП, то есть сбросить защиту от Google, или снять блокировку. Далее есть выбор удалить блокировку экрана. Это для для любых Samsung и с удалением всех данных, либо без потери данных. Если выбираем без потери данных, здесь надо указать конкретную модель вашего устройства. Вот здесь надо выбрать именно вашу модель. Если с удалением всех данных, как видите, данная программа, она платная, бесплатно программ нету. Если, может быть, где-то найдете крякнутую, взломанную, то есть вот здесь надо зарегистрироваться, купить, там даже не знаю, сколько стоит, я пока не покупаю, не заморачиваюсь. Просто снимаю видео это для того, чтобы вы знали, что можно так сделать. Но это, как видите, платно будет. А следующий способ мы разберем бесплатно. Конечно, можно и перепрошить телефон, но есть намного более простые решения, которые вот сами можно просто с помощью одного телефона и интернета снять защиту от Google. Сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите любой комментарий, чтобы продвинуть наше видео выше в поиске. Ну, а мы начинаем. Итак, для того, чтобы снять графический ключ, пин-код или отпечаток пальца, нам необходимо восстановить до заводских настроек через меню Recovery. Как переходить в меню Recovery на разных телефонах, я выкладывал на своем сайте androidwindows.ru, а также сниму отдельное видео, ссылочку оставлю позже, как переходить в меню Recovery на разных телефонах. На Samsung
Для перехода в меню Recovery телефон всегда должен быть выключен. Но это и также на других телефонах. Либо вытаскиваем, вставляем аккумулятор, либо выключаем телефон. На Samsung переход в меню Recovery осуществляется или зажатием клавиши прибавка громкости, питание и домой, на которых нет домой, питание и прибавка громкости. Также есть другие способы. На данном устройстве 3 клавиши зажимаем, прибавка громкости, питание, домой. Удерживаем до загрузки меню Recovery. Перемещение по меню Recovery осуществляется клавишей убавка и прибавкой громкости. Выбираем Wipe Data Factory Reset, что означает сброс до заводских настроек, что означает другие пункты меню я также сниму в других видео. Клавиша выбора, клавиша питания. Нажимаем Yes. Верхний пункт меню Robot System Nov означает перезагрузка телефона. Выбираем данный пункт, и наш телефон перезагружается. Если вы знаете логин и пароль от Google аккаунта, который был на телефоне, если вы, например, купили телефон, вы можете узнать у предыдущего владельца логин и аккаунт, логин и пароль, и ввести его, и по сути вам больше никаких действий делать не надо будет. Если вы не знаете ни логина, ни пароля от Google аккаунтов, сейчас на телефонах устанавливают защиту FRP Factory Reset Protection. Это защита Android от кражи, которая срабатывает после Wipe Data Factory Reset, то есть сброса до заводских настроек, после перезагрузки телефона и подключения к интернету. Устройство будет запрашивать логин и пароль от Google аккаунта, который был установлен до сброса настроек. То есть выводится окно подтверждения аккаунта Google. Вот это окно мы сейчас и будем обходить и удалять полностью Google аккаунт. Мы разберем несколько способов, потому что на других моделях телефона они могут работать. Ну и также на данном телефоне мы обойдем эту защиту. Вот меню приветствия, запомните его, оно нам еще понадобится. Выбираем язык. Вот здесь, если сим-карта, пин-код запрашивает. Выбираем язык. Обязательно нужно будет подключение к интернету. Либо с сим-карты, либо через Wi-Fi. Я сейчас подключусь через Wi-Fi. Сейчас введу пароль. Ввел пароль. Здесь выскочил выбор сим-карты. Вот подключено. Нажимаю далее. Далее. Принять. Не забудьте подписаться на канал. На канале много всего интересного. Также, может быть, вам будет интересно, есть видео про то, как переводить приложение на нужный вам язык всего в пару кликов. И вот как видите, стоит защита, подтверждение аккаунта. На устройстве установлены настройки по умолчанию. Чтобы продолжить, войдите в аккаунт Google, который был синхронизирован с ним. Я начну от простого, которые способы могут сработать, до более сложных, и продемонстрирую рабочий способ на данном телефоне, который также может быть рабочим на очень многих телефонах. Первый способ, который можно попробовать, это просто во включенный телефон вставить карту памяти. Если
нету такой возможности, то есть карта памяти находится под аккумулятором, можно попробовать через кабель OTG. А на некоторых телефонах, но это на более старых телефонах, высветится меню выбора сохранения файлов. То есть вы попадете в настройки. В данном способе, то есть вот видите, вот без подтверждения аккаунта вы не можете перейти ни на рабочий стол, ни в настройки, вообще никуда, и не можете совершать никаких действий. То есть вот только ввести пароль и логин. Если вы помните логин, можете его ввести, нажать «Забыл пароль» и так далее. Или попробовать его восстановить, если вы знали, вот забыть адрес электронной почты. И там далее следовать подсказкам. Вот давайте попробуем. То есть номер телефона, все равно вам какая-то информация о почте, которая была на этом телефоне, нужна будет. Мы этого ничего не знаем. Допустим, значит, будем обходить защиту. Нам необходимо попасть в параметры телефона или в любой браузер. На некоторых телефонах будет достаточно попасть в параметры, а на некоторых надо обязательно будет попасть в браузер. Ну, если вы попадете в параметр, там не получится у вас восстановить. Из параметров, из настроек я покажу, как можно перейти в браузер. Значит, первый способ с флешкой мы разобрались. Вы переходите в параметры, а далее уже в конце, дальше я уже буду показывать, что делать в параметрах и в браузере. Следующий способ – это попробовать вот в таком положении, вставленной сим-картой, позвонить на телефон. Я продемонстрирую на другом, потому что этот способ также на этом телефоне не работает. То есть вы на тот телефон звоните, на нем берете трубку, здесь у вас будет такой плюсик и написано «Добавить вызов». Нажимаете «Добавить вызов», впадаете в номеронабиратель. В номеронабирателе пишите любой номер, добавить в контакты, создать контакт, нажать Google, и здесь может быть добавить аккаунт Google. Добавляете аккаунт Google, перезагружаете телефон, вводите данные того аккаунта, который добавили, и все, у вас телефон рабочий. Логин, пароль вы от аккаунта уже будете знать. Следующий способ, который может помочь на некоторых устройствах, это долгое нажатие клавиши «Домой», то есть активировать Google Ассистент. Здесь ввести настройки. Пролистать вниз, и вот, как видите, есть настройки, мы попадаем в настройки. Что делать в настройках, я объясню позже. Следующий способ – это выбираем телефон, адрес электронной почты. Открывается клавиатура. Нам необходимо попасть в параметры клавиатуры. На Samsung, к примеру, A12, кстати, с какого я сейчас с телефона и снимаю данное видео. Напишите обязательно в комментарии, как вам качество данного видео. Значит, на Samsung A12 шестеренка будет здесь для перехода в параметрах. На некоторых телефонах это значок глобуса. На некоторых долго удерживать собаку. На данном шестеренка вот здесь. Также здесь может быть, к примеру, точка или еще что-то. Тогда долго здесь удерживаете и выбираете шестеренку. Попадаете в параметры. К примеру, на Samsung A12 здесь внизу будет о клавиатуре. Далее там полистать. Там много очень пунктов. В общем-то, надо найти политика конфиденциальности. Она откроется в браузере, то есть вы попадете в браузер. На некоторых телефонах нажать «Добавить язык». Здесь напротив некоторых языков будет такая галочка. Вот эти галочки вы и именно с галочкой выбираете язык, потом кликаете на язык, там будут опции, 3 точки, и тоже есть возможность попасть в браузер.
На данном телефоне это тоже не работает. Следующий способ, который мы и будем разбирать, с помощью которого мы и будем обходить защиту, это функция Talkback. На Samsung на данном активация функции Talkback осуществляется многократным нажатием клавиши «Домой». Как видите, вот функция Talkback включилась. Необходимо ее полностью прослушать. Главное, чтобы она замолчала. Я ее сейчас отключу, для того, чтобы не было вопросов. Что делать, если нету клавиши «Домой»? Помните, я вам говорил, запомните экран приветствия, самый первый. Вот туда нам и надо попасть. Либо перезагружаем телефон, либо вот отворачиваемся просто назад. Вот экран приветствия. Для активации функции Talkback можно либо клавишей «Домой», либо нажатием двумя пальцами на экран, вот именно на экран приветствия. То есть вот нажимаем и держим. Не хочет, наверное, ближе надо, вот так вот. Вот, все, включили функцию Talkback, телефон проговорил. Не знаю, слышно вам или нет. После включения функции Talkback и после того, как она все проговорит, чертим на экране английскую буковку L. Переходим в настройки. Один раз кликаем, подсвечивается, и двойным кликом выбираем. Листаем самый низ. Листать необходимо также двумя пальцами. Переходим в политику конфиденциальности. Вот. Есть открыть с помощью браузеров. Я отключу функцию Talkback, чтобы она не мешала. Выбираем с помощью браузера. Продолжить. Пропустить. В поиске пишем Quick Salt Meter. Сейчас прогрузится. Скачиваем программу Quick Salt Meter с какого-нибудь сайта. Окей. Нажимаем «Открыть». Нажимаем «Настройки». Разрешаем установку из неизвестных источников. Можем разрешить полностью все приложения устанавливать, можем только эту установку. Вот доступ, полный доступ к интернету и создавать ярлыки. Нажимаем «Установить». Нажимаем «Открыть». В действиях ищем или здесь пишем в поиск экран TouchWiz. Вот он, почти в самом низу. Вот экран TouchWiz выбираем. Выбираем «Посмотреть».
и мы уже можем свободно перемещаться по телефону. Но Google блокировка у нас еще не снята. При перезагрузке телефона у нас появится то же самое, что и было. Поэтому мы переходим в настройки, об устройстве, сведения о ПО. На номер сборки кликаем много раз до активации режима разработчика, переходим опять в настройки, и внизу у вас появятся параметры разработчика. В параметрах разработчика включаете сами параметры и выбираете разблокировку предусмотренных произведений OEM. Если у вас был бы пароль на телефоне, то он был бы запросил пароль. Вот мы включаем данную опцию. Переходим в архивацию и сброс, просто чтобы вы понимали. Если у вас нету той опции, обычно в архивации и сброс может быть сброс лицензии DRM. Вот этот вот сброс лицензии DRM его тоже активируем, и он будет как за место той галочки. Именно после вот таких действий мы можем сбросить до заводских настроек, либо через параметры, то есть отсюда, либо также через меню Recovery. И телефон у нас, я сейчас все покажу, полностью удалит Google аккаунт. Если вам и это не помогло, тогда в браузере вы скачиваете не только Quick SouthMaker, но еще и скачиваете менеджер Google аккаунтов. Или Google аккаунт, да, менеджер Google аккаунтов. Вы его скачиваете, устанавливаете, но не открываете. Затем скачиваете Quick SouthMaker, переходите в Quick SouthMaker, нажимаете на главный экран выйду, в действие, ищите здесь аккаунты Google. Вот под требуется ввести символы в картинке. С картинки следующая вкладка аккаунты Google. Здесь вот ошибка у меня. Если обычно вы скачиваете Google аккаунт менеджеров, ошибки этой не бывает. Нажимаете «Просмотреть». Здесь вводите новый Google аккаунт, от которого вы знаете логин и пароль. Затем сохраняете, перезагружаете телефон и в поле синхронизации, в поле ввода Google аккаунта вводите данные того аккаунта, который добавили. После чего телефон также удалит полностью, после чего телефон загрузится, и вы уже будете знать логин и пароль от вашего Google аккаунта. Так, все, мы там сброс лицензии DRM сделали. Давайте мы так же, как и сбрасывали через Recovery, также мы сейчас и продемонстрируем то, что у нас Google аккаунт исчез. Зажимаем 3 клавиши. Wipe Data Factory Reset. Yes. И перезагрузка. Не забудьте подписаться на канал. Здесь много чего еще интересного. Также можете посетить наш сайт androidwindows.ru. И обязательно пишите комментарии, чтобы помочь продвинуть в поиске данное видео. Пока загружается, еще забыл добавить. Если вам удалось попасть в настройки, я просто на этом телефоне покажу, а в браузер у вас не получается попасть, то через настройки заходите в приложение, выбираете браузер. На некоторых устройствах, например, на Samsung A12 точно знаю, есть функция «Открыть», и открывается браузер. На некоторых вам просто надо будет найти в каком-то приложении ту же политику конфиденциальности. Или же на данном телефоне можно вот таким вот способом перейти.
параметрах специальные возможности и функция Talkback. Все то же самое. Активируете ее и точно так же, как мы переходили, переходите. Давайте вернемся к телефону, к этому. Пин-код от сим-карты ввел. Как видите, здесь появилась функция «Специальные возможности». Это о том, что уже нету Google аккаунта. А когда есть Google аккаунт, вот эта функция, она заблокирована, ее не было. Ладно, выбираем язык, сейчас проверим. Обычно здесь обязательно надо подключаться к интернету. Если мы с сим-картой будем жать «Далее», нам потом напишут, потом подключиться к интернету, либо если нет сим-карты, нам обязательно надо к Wi-Fi подключиться. Сейчас мы даже не будем подключаться, чтобы не тратить время. Пропустить. Окей. Нажимаем «Далее». Это аккаунт Samsung. Пропустить. Окей. Далее. Диспетчер сим-карт. Пропустить. Пропустить. Настройка завершена. Давайте проверим. Google аккаунты. Экран побитый. Не с первого раза кликается куда охота. Как видите, все чисто, все пусто. Кому видео помогло, понравилось, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал и пишите любые комментарии. Всем пока.